Девочки, привет! Сегодня хочу показать, как я соединяю между собой две тоненькие ниточки двумя способами. Но для начала хочу похвастаться своими покупками. Купила вот такие вот заглушки для спиц. Покупаю уже не первый раз. Первый раз купила с дырочками большего объема. А сейчас купила 2 миллиметра, вот так вот. Когда я заканчиваю вязание, делаю обвязку, чтобы не выскальзывало вязание, очень удобные штучки. Извиняюсь, оговорилась. Диаметр дырочки 2 миллиметра. Вообще он разный есть. И для тоненьких, и для толстых спиц. У меня всякие есть, но я на всякий случай еще купила вот такие 2 миллиметра. Поскольку у меня спицы с тоненьким, острым кончиком, поэтому 2 миллиметра они подойдут и как для более толстых, так и для более тоненьких спиц. Приходит их вот такой вот набор, 6 штук. Надолго хватит, одним словом. Хотя я не наблюдала, чтобы вот эти дырочки как-то, как сказать, махрились там, ломались они. Или вот растягивались. Очень плотные, очень удобно. Особенно если вязать, вот как я, или шали, или носочки. Очень удобные штучки. Покупала на Симоленде. Не реклама, поэтому не буду говорить стоимость. Кому нужно, тот найдет. И еще купила вот такой вот молд. Пуговичка. Большая такая. Для вот таких вот снеговичков, если вот так вот взять, сделаю холодный фарфор, и сюда, если пришить две таких пуговицы, можно даже без шарфика, будет очень так мультяшно смотреться, на мой взгляд. А если еще сделать эти пуговички разноцветными, вообще, конечно, для деток будет очень интересно. Ну, а теперь о нитках. Я вяжу, точнее уже заканчиваю вязать шаль. Полный моток у меня ушел, и теперь мне нужно соединить две ниточки между собой с новой бобинки и, соответственно, рабочие ниточки. Как я соединяю? Я хочу показать два своих способа. Значит, ниточка, хоть и заявлено, что на шелке, но все-таки, мне кажется, полиамид. А, как известно, это скользкий материал, поэтому если соединять его ткацким узлом, при натяжении он по-всякому развяжется. Поэтому я для себя придумала вот такой вот способ. Беру ниточки и в сантиметров 6-8 удаляю пух. Прям оставляю гладкую-гладкую ниточку. Теперь другую. Точно так же. Снимаю весь пух. Как можно больше. Не хочет, нужно постараться. Вот так вот оставляю. С одной стороны и с другой стороны два буквально лысеньких, так сказать, основания. Там, где пушистые, завязываю узелочек. Разъединяю ниточки. Сначала длинный конец, и теперь и тоненький конец. Так, у меня не получилось завязать прям. Ну, стараюсь завязать, где уже пушистость. Теперь вот так вот на две стороны, направо и налево, раздвигаю тонкими, лысенькими кончиками ниточек. На краю, вот здесь, где на пушистости, стараюсь завязать узелочек.
Все, здесь завязан. Эту сторону можно не завязывать. Завязываю с правой стороны. И теперь лишний хвостик я просто обрезаю. Потом вот так вот руками скручиваю. И она получается практически той же толщины, что и основная нить. Можно здесь так вот ручками скрутить. Можно завязать узелочек. Но смотрите, вот этот узелок, который я здесь завязала, его вообще не видно. Здесь немножечко будет уплотнение, но в процессе вязки его тоже не будет видно. Таким способом пользуюсь давно. Очень надежный, потому что не выскальзывает. И я, когда блокирую шаль, я не боюсь ее растягивать. Теперь второй способ. Точно так же я зачищаю кончики ниток, только с одной стороны. Неважно, слева, справа, с абсолютно разницы нету. И точно так же я привязываю, но на этот раз делаю вот так вот накладку друг на дружку сантиметров 10. Ну, если приноровиться, можно и поменьше. Точно так же посередине вот здесь привязываю ниточку. Она настолько тоненькая, что ее можно даже два узелочка сделать. И на втором конце слева точно так же я привязываю. Сейчас переверну, чтобы удобно было. Я правша. И вот так вот в этом на другом конце, господи, еле выговорила, точно так же привязываю ниточку. Вот, сейчас этот хвостик я обрезаю, он мне не нужен. И вот точно так же получается ровненько. Можно при желании немножечко скрутить ее. Все. Вот таким образом я связываю между собой, соединяю тоненькие скользкие ниточки. Вот, собственно, и все. При вязании ее вообще не видно. Вот этот второй способ я больше пользуюсь. Даже если маленький хвостик здесь торчит, его можно вот так вот соединить, и при вязании вообще не будет видно. Вот такими двумя способами я пользуюсь. Если будет кому-то полезно мое видео, я буду очень рада. А на этом я со всеми прощаюсь. Желаю всем всего самого-самого хорошего. И, конечно же, до встречи в следующих видео. Пока-пока!